Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. У нас новая красивая цифра на канале – 30 тысяч подписчиков. Думаю, уже даже больше. Спасибо, что со мной. Мы часто видим красивую картинку и порой не знаем, какой путь за ней стоит. Выход этого видео был до последнего под сомнением. Все материалы сегодняшнего видео были сняты практически год назад. Начну с того, что за неделю до дня рождения мы вместе с мужем и ребенком заболели на ковид. И сопровождалось это температурой под 40. Но мы подумали, прорвемся и продолжили украшать и готовиться к празднику уже чисто для себя. Затем мы дискутировали, стоит ли такого маленького человечка светить в соцсетях. Но и это мы решили. Началась зима, Новый год, Рождество, мое 25-летие. И казалось бы, что может измениться, если выставить видео через месяцок? Зима, февраль, война, Украина, Ирпень. Думаю, можно не продолжать. Очень уж тяжело. Как итог, сдетонировавший снаряд в нашей квартире. Чудом мы живы, чудом спасли эти файлы. Через месяц у моего сына второй день рождения, а мы только выставляем первый. Да и при монтаже испытывали смешанные чувства, и я, и муж. Но нет ничего выше детей, любви, жизни и радости. И этот выпуск именно об этом. Поэтому сегодня будем украшать дом ко дню рождения. Идеи декора универсальны и подойдут под любой праздник. Приятного вам просмотра! Очень давно мечтала это сказать. Начнем с праздничной гирлянды. Беру гофрированную бумагу в двух оттенках, золотую декоративную ленту, ножницы и бечевку. Разворачиваем гофрированную бумагу и отрезаем прямоугольник 35 на 15 см. Складываем его пополам и делаем надрезы толщиной примерно в 1 см. Должно получиться вот так вот. И теперь начинаем плотно скручивать посредине заготовки. В конце подкручиваем так, чтобы образовалась такая себе петелька. И оранжевый воланчик готов. Делаем такие же в зеленом цвете. А вот с этой золотистой лентой мне пришлось повозиться. Сначала я отмеряла длину каждой ленточки, чтобы попасть в размеры. А затем утюжила каждую ленточку, чтобы выровнять. Но я уж очень хотела достичь результата именно с такими оттенками, поэтому была готова стараться до последнего. Разница очевидна. Теперь эти ленточки нужно собрать в такой же воланчик. А чтобы все ленточки легли к нам лицевой стороной, вверху будем складывать их вот таким вот образом. Делаем петельку на каждой. Смотрится классно. И дабы закрепить, приклеиваем небольшой отрезок ленточки на суперклей. Дальше берем джгутовую нить или любую другую нить и продеваем ее через булавку. Определяем последовательность цвета и нанизываем воланчики на нить. А также их можно приклеить. Это уже как кому удобнее. Я не учла, что у нас дома высокая влажность, и золотистые воланчики все же немножко покрутились. Но в этом уже была даже какая-то изюминка. А еще я сделала такую же гирлянду из обычных кухонных салфеток, и конечный итог меня безумно порадовал. Ровные, пышные. Я их чередовала 3 через 3. Для следующей идеи нам понадобится линейка, карандаш, ножницы и крафтовая бумага. На бумаге рисую 3 одинаковых флажка. Вырезаю. И рисую буковки. Это будет слово «ван». Можно сделать 4 флажка и написать 1, 5, столько, сколько вам нужно. Язык выбирайте сами. Навожу буковки обычным черным маркером.
снова выбираю бечевку, придерживаясь уже одного стиля. Определяю центр шнура и раскладываю все так, как буду крепить. Между буковками добавляю зеленые воланчики. Приклеивать буду с помощью горячего пистолета. Начинаю приклеивать от центра, чтобы получилось ровно и пропорционально. Приклеиваем все элементы. Эта необычная гирлянда смотрелась круто везде. Сначала на стене, а затем я нашла для нее еще лучшее место. Увидите в конце видео. Для следующей поделки нам понадобятся кухонные салфетки. Я использовала 3 оттенка – белый, желтый и салатовый. Кстати, эти оттенки уже фигурируют на одной из гирлянд, если помните, поэтому отлично будут перекликаться в общей композиции. Салфетки складываю квадратиками и вырезаю цветочки абсолютно разные по своему размеру. Таким образом, чтобы каждый цвет повторялся в маленьких, средних и в больших цветочках. Еще нам понадобится нить и иголка для бисера. Бисер я буду использовать старый, который потерял свой цвет, и его остается разве что выбросить. Подготавливаю к работе. А еще возьму микс бусинок и ножницы. Будем делать необычное цветочное панно. Таких веток нам нужно будет сделать 3. Приступим. Отмеряю нить примерно 120 см и заправляю в иголку. На конце нити завязываю петельку-узелок. Нанизываю одну бисерину и пронизываем ее сверху вниз несколько раз. Набираем бисер. Раскладываю цветочки для удобства. Выбрала маленькие салатовые сразу стопочкой. Нанизываю их. Вот так получается. Снова набираем бисер, где-то 1,5 сантиметра. Выбираю цветочки побольше и нанизываю уже с переливом цвета. Зеленые, желтые, кое-где белые. Позже я немножко изменила стратегию. Сразу распушивала цветочки, и слои получались очень пышными. Вот наш промежуточный результат. Делаем такой себе градиент с помощью перехода цвета. После больших цветов снова набираем бисер и идем на спад, набирая цветы все меньшего размера. Это достаточно увлекательный процесс, как пазлы или рисование картин. Ну и ближе к концу набираем бисер, маленькие цветочки, бисер. И решила добавить еще несколько пайеток. А в завершение 3 бусинки-капельки. Возвращаюсь через бисер назад.
Завязываю крепкий узелок и обрезаю нить. Как я уже говорила, нам нужно 3 такие цветочные ветки. Если есть необходимость, распушиваем в местах, где не сделали этого сразу. На прогулке мне удалось найти березовую ветку, и она идеально подошла под мою идею. За петельки подвешиваю на ветку. Приклеивать на стену буду на малярный скотч в 2 местах. По времени немного затратно, но я не могла оторвать глаз от этой работы. Ходила и постоянно рассматривала ее. Снова и снова. Маркером рисую небольшие изображения льва. Пусть они будут детские, примитивные, сказочные. Здесь не нужно обладать художественными навыками. И разукрашиваем их тем, что найдется у вас дома. Ручки, фломастеры, карандаши, краски, что угодно. После чего обклеиваем лист скотчем с обеих сторон. Вырезаем львенка. И с помощью суперклея приклеиваю изображение к зубочистке. И у нас получились очень яркие шпажки для фруктов или других блюд. Делаются быстро, выглядят эффектно, и сделать их можно под любую тематику праздника. Следующая моя идея точно придаст блеска и внесет изюминку во всю нашу фотозону. На картонке рисую корону и вырезаю ее. Основным материалом станет глиттерный флизелин. Купить его можно в творческом или канцелярском отделе. Обвожу на нем картонку с помощью маркера. Лучше даже гелевой ручки, чтобы лучше обвести все изгибы. Вырезаем. Ой, как сверкают! Невозможно оторвать глаз. И есть у меня такие маленькие декоративные прищепки. Их мы и будем декорировать. С помощью клеевого пистолета будем приклеивать короны к прищепкам. Распечатываем желаемые фотографии. А вот крепить такие сверкающие короны-прищепки мы можем по-разному. Как и по центру фотографии, так и одевая их на голову. Что очень символично, кстати, получается.
И благодаря такой простой идее, обычные фотографии и нить смотрятся как настоящая праздничная гирлянда. А использовать их можно будет еще множество раз. Еще на гендерпати нам подарили классный набор, чтобы делать отпечатки ручек и ножек. И мы это сделали, когда он был еще совсем маленьким. Еще нужно ровно обрезать край. И в качестве подставки для них сделаем такие мини-мольберты. Нам понадобится 4 коктейльные трубочки. Можно заменить на палочки из-под суш. Горячий пистолет и жгутовая нить. Первые складываем буквой L, немножко внахлёст. Приклеиваю на термоклей. Третью трубочку приклеивать буду сзади, как опору. Нужно оставить небольшой наклон, чтобы в будущем изделие могло стоять на мольберте самостоятельно. Приклеиваем. Обрезаем торчащие края. И из 4-й трубочки, где-то вот на этом уровне, сделаем перекладину. Обрезаем и приклеиваем. Проверка. Фотография отлично держится. А теперь для красоты добавим бечевку. Делаю такой переплет крест-навкрест. И фиксирую хвостик веревки на клей. Также делаем и с противоположной стороны, и сверху. Ну и я еще прихватила здесь на капельку клея. Результатом я очень довольна. И на одном из таких мольбертов фотография в моей комнате стоит уже почти год. Конечно же, без полезных ссылок я вас оставить не могла. Покажу, какие шарики к празднику я заказывала на AliExpress. Заказала 2 льва вот таких. Сегодня буду использовать только одного. А это все один большой набор с золотой единицей и целым комплектом шариков, как круглых, так и шариков животных. Этот набор подходил по цвету к декорациям безупречно, но то, что произошло сразу после, заставило отложить его на потом. Вскоре все поймете. В наборе еще была ленточка и трубочка, что очень удобно. А из фигурок животных это тигр, жираф, коровка, обезьянка и лев. Ссылки на шарики найдете в описании. В гости пришла моя любимая племянница, и мы приступили к украшательствам. Повесили гирлянду, и я взялась за надувание шариков. Тут, по моему взгляду, видно, что я озадачена. Так шли секунды, минуты, а дабы это не перешло в часы, я пошла искать помощи за кадром. Ура! Получилось! Дети уже были в восторге. И из большого набора я взяла только единицу. Надуваю. Через минуту звонок в дверь, приехал муж с вон таким охапком шариков. Шок, восторг и загадка, как это все поместилось в машину. Продолжаем украшать фотозону. Надпись «One» вешаю за обеденный столик именинника. Тем временем пытаюсь красиво расставить шарики, которые даже в кадр мне не помещаются. Но все же, как мы и запланировали, в центре композиции будет единица и лев. Крепить все буду на малярный скотч. Если знаете, что его будет видно, лучше сразу придумайте интересную форму. Сердце, ромб и так далее. Чтобы объемные шарики прикрепить к стене, я сматываю скотч бубликом, и он становится, считайте, двусторонним. А еще, что касаемо такого огромного количества шариков и фотозоны, я все же считаю, что и фотозона, и шарики самодостаточные сами по себе. А для того, чтобы было красиво и празднично, шарики не обязательный шаг. В конце видео я покажу итог и с ними, и без. А вы сможете написать в комментариях, как лучше по вашему мнению.
скором мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.